Привет, с вами журнал Мотоэксперт, я Дмитрий Федотов, и мы с вами снова приехали в столицу Сербии, в город Белград, для того, чтобы познакомиться с очень интересным мотоциклом, на мой взгляд, с одним из самых амбициозных и ярких мотоциклов CF Moto. Встречайте, CF Moto 1000 MTX. Внимательные зрители нашего канала краешек этого мотоцикла могли разглядеть в репортаже с белградской выставки, которую я снимал этой весной. Так, все, это мы вам не покажем. Это секретный мотоцикл. Там этот мотоцикл чуть-чуть промелькал, но все это было до официальной презентации, поэтому показывать его было еще рано. А сейчас, наконец, мотоцикл официально дебютировал и в Сербии, и в России, и, собственно, можно вам про него рассказать, и можно его показать. Про мотоциклы CF Moto вы, наверное, и так уже все знаете, они в каком-то особом представлении не нуждаются, а если вдруг у вас есть вопросы относительно того, как это делается, как китайцы варят рамы, как они собирают моторы, обо всем этом я снимал репортаж непосредственно с завода CF Moto в Китае. Посмотрите, если интересно, если останутся вопросы, можете их позадавать. Ссылочку на репортаж оставлю в описании под этим видео. Мотоцикл, про который я расскажу сегодня, может показаться немножко знакомым. Он очень и очень похож на 800 MTX, тест которого я снимал в Черногории в прошлом году и на котором я выступал в соревнованиях MT Challenge в Златиборе. Тоже репортаж есть на канале, поищите, если интересно. И литр на 800-ку очень-очень похож, но тем не менее отличий много. И в нашем сегодняшнем видео я предлагаю заострить внимание именно на отличиях литра и 800-ки и, собственно, рассказать, что поменялось, что нового и почему литр и 800-ка это два разных мотоцикла. Главное отличие — объем двигателя. Здесь не 799 кубических сантиметров, а 946 кубиков. Кажется, что разница совсем маленькая, всего на 147 кубов. Отличие по объему мотора, но по мощности разница куда более ощутимая. Этот мотор выдает 113 лошадей против 91 лошадиной силы, которую выдает 800-ка. То есть больше чем на 22 лошадиные силы отдача этих моторов отличается. При этом сухая масса осталась прежней, те же самые 200 килограмм в исполнении спорт. Архитектура мотора аналогичная. Здесь два цилиндра в ряд, поперечное расположение, цепной газораспределительный механизм, 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала. Крутящий момент 105 ньютон-метров, который мотор выдает на 6250 оборотах в минуту. А еще здесь электронная рукоятка газа, впрыск от компании Bosch, двусторонний квикшифтер и проскальзывающее сцепление. Отличие от 800-ки — это дополнительная система вилли-контроля и возможность более тонко настраивать вспомогательную ездовую электронику. Ну и еще, если совсем уходить в детали, здесь поменялась приборная панель, теперь у нее диагональ 8 дюймов против 7. Это визуально, а внутри там полностью новый интерфейс, о котором я расскажу чуточку позже в этом же видео. А все остальное, например, шестиосевой инерционный модуль, угловая АБС, многоуровневый трекшн-контроль и круиз-контроль, от 800-ки не отличаются. Еще одна очень важная фишка, которая тоже нам знакома по 800-ке и по мотоциклам КТМ, это бензобак, который не спадает вот сюда и закрывает двигатель по бокам. 22,5 литра у него объем, и очень важно, что за счет своей конструкции, когда у нас основные емкости с топливом расположены вот буквально на этом уровне, у мотоцикла получается очень низкий центр тяжести. Это, во-первых. Во-вторых, за счет того, что бак, мотор закрывает со всех сторон, повышается акустический комфорт. То есть у нас двигатель закрыт от наших, условно говоря, ушей, от ушей окружающих не только двумя слоями пластика, но еще и заполненными топливом. То есть мотор работает намного-намного тише, чем если бы он был открытый. Ну и еще очень важно, что бак изготовлен из чего-то очень эластичного, из пластика. И
Как это работает? Кажется, что за ерунда, что можно уронить мотоцикл, пробить бак. Ничего подобного. В прошлом году MT Challenge 800 MTX очень крепко приложенный на камне. Мотоцикл еще и там проехал на баке по камням. Защита подрана вся, но целая не лопнула. На баке пара царапин, и бак отработал буквально как подушка. Он довольно мягкий, эластичный, и вот просто уронить мотоцикл и расколоть бак — это что-то из разряда фантастики. Бак работает отлично, и это уже проверено. Первое впечатление обманчиво. Кажется, что отличий от 800-ки совсем немного, ведь инженеры сохранили короткоходность, увеличив и диаметр цилиндра, и ход поршней одновременно. Но получился совсем другой мотор, еще более эластичный и моментный. На практике это выражается в том, что в сравнении с 800-кой все время держишь на одну передачу выше и едешь на меньших оборотах. Получается комфортней и, вероятно, экономичней. При этом запаса тяги под ручкой ощутимо прибавилось. И это здорово и на шоссе, где меньше ощущаются вибрации мотора, и на грунтовке. Особенно, когда забираешься в подъем. Если вы не гоняете с постоянной пробуксовкой, а как я, ползаете на крутящем моменте, вы оцените эту прибавку. Однако на бездорожье открывать газ до конца откровенно страшно. Спасает электроника. Можно выбрать режим поспокойнее и ехать комфортно. Но зачем тогда литр? Во-первых, он ощущается дороже и благородней. А во-вторых, увеличенный калибр и звучит иначе, и работает плавнее, без нервозности и дерганности. Мотор получился отличным, как коробка передач, понятная и четкая. Хотя настройки квикшифтера я бы сделал помягче и поплавнее. Шасси относительно 800-ки практически не поменялось, стальная рама, двигатель, картер двигателя, часть силовой структуры шасси, и рама у нас сделана из хром-молибденовой стали. Колеса внедорожные, спецованные, бескамерные, и очень-очень важно, что они спецованы в центр обода, а не в края обода. Значит, наши колеса совсем не боятся никаких камней, никаких ударов, никаких падений. Максимально надежное и ремонтопригодное решение. Колеса внедорожные, 21 дюйм спереди, 18 дюймов сзади, и обуты они во внедорожные шины Pirelli Scorpion Rally. То есть резину у нас после покупки мотоцикла менять не придется. Она изначально одна из лучших доступных на рынке. Спереди у нас стоит телескопическая вилка от компании Kayaba, полностью регулируемая, перевернутого типа, с диаметром труб 48 мм и с ходом в 230 мм. Сзади алюминиевый маятник, который работает в паре с амортизатором, тоже от компании Kayaba, тоже полностью регулируемым, и работает она без рычагов прогрессии напрямую, что в целом обещает нам большую надежность в сравнении с конструкциями, у которых амортизатор работает через косточки прогрессии. То есть мотоцикл прям такой максимально экстремальный, сделанный для максимально жестких внедорожных условий. Венчает все это великолепие рулевой демпфер. Демпфер гидравлический, регулируемый, имеет 20 ступеней регулировки интенсивности вмешательства. Ну и еще немножко по цифрам. Дорожный просвет у этого мотоцикла 240 мм от металлической защиты двигателя, самой нижней точки. Тормоза. Спереди два диска диаметром 320 мм, которые работают в паре с четырехпоршневыми радиальными суппортами Brembo, с армированными тормозными магистралями, с угловой ABS. Все как на 800-ке. 800-ки тормозов хватало с запасом, литра тормозов хватает тоже с запасом. Сзади диск диаметром 260 мм, который работает в паре с однопоршневым плавающим суппортом Brembo. Тормоза здесь замечательные. За рулем литр от 800-ки не отличается. Все такая же правильная развесовка, все такой же низкий центр тяжести и отличная крутильная жесткость. На нем можно ехать быстро, шустро перекладывая из одного поворота в другой. И это удивительно для мотоцикла с 21-м передним колесом, который вообще не про асфальт. Новый Сейф Мото 1000 MTX я снимал неподалеку от Белграда, на холме у подножия телебашни Овала. Здесь множество извилистых дорожек, гонять по которым приезжают и мотоциклисты, и автомобилисты. Движение одностороннее, поэтому можно не бояться встречки в закрытых поворотах, полностью сосредоточившись на вождении.
Казалось, что литровый Тур-Эндуро с 21-м колесом для серпантинов подходит мало. Но, и это удивительно, за рулем я вообще забыл, что еду на внедорожнике. С ним не нужно бороться, его легко наклонять и поднимать, он острый и точный. И настройки длинноходных подвесок впечатляют. Не слишком жесткие, но плотные, отрабатывающие неровности, но без раскачки. Увы, как следует прокатиться по местным грунтовкам не вышло. Однако даже небольшого съезда с асфальта хватило, чтобы мотоцикл удивил. Дизайн относительно 800-ки практически не поменялся. Мотоцикл все так же выглядит самобытно, свежо, ярко, интересно. И второй момент, он все так же безупречно сделан. Вот можно с микроскопом ходить и смотреть стыки пластика, смотреть, как закручены болты, смотреть, как все собрано. И вы просто не найдете косяков. Он просто безупречный. Единственное, если бы я был маркетологом компании CF Moto, я бы немножко литр 800-ку разнес по дизайну. Литр отличается цветовыми схемами, окраской, но мне бы хотелось, чтобы литр был как-то, может быть, крупнее, может быть, на нем было что-то больше навешено, каких-то перьев, какой-то пластиковый обтекателей, ветровых стекол, не знаю чего. Хочется, чтобы мотоциклы выглядели разными. Они остались очень-очень похожими. В седле. Оп. Мотоцикл такой же красивый, как и снаружи. Мне очень нравится вот эта отделка неокрашенным пластиком, которая своей структурой немножко напоминает не то камуфляж, не то вот этот кованый карбон так называемый. Приборная панель здесь из совсем далекого будущего. Огромный вертикальный iPad с диагональю экрана 8 дюймов, с великолепной читаемостью, с великолепной анимацией. И самое главное, что он еще и сенсорный. То есть мы мотоциклом можем управлять с левого пульта, нажимая там клавиши, а можем просто пальцем водить по экрану, и он довольно чувствительный. Здесь мы можем получать самую разную информацию о мотоцикле, включая давление в колесах, температуру в колесах, информацию о пробегах, о среднем расходе топлива, об остатке пробега на остатки топлива в баке. Здесь мы можем управлять обогревами рукояток и обогревом седла. Это все стандартная комплектация. Здесь мы можем включать-выключать трекшн-контроль, настраивать режимы работы мотора и много чего еще. И все это еще в супер современном дизайне. Честно говоря, вот эта приборная панель, она уже не похожа на приборную панель, она больше похожа на обычный гаджет. У вас здесь просто реально либо большой планшет, либо какой-то iPad. Это настоящий компьютер с очень красивым интерфейсом, с красивой анимацией и очень тактильный. То есть, если вот вы привыкли уже к телефону, там что-то пальцем делать, скроллить ленту, вот здесь эту ленту вы можете скроллить точно так же. А еще здесь есть навигация, еще здесь есть возможность подключить смартфон по Bluetooth. Здесь можно управлять музыкой, отвечать на звонки и делать еще много чего, что не имеет прямого отношения к управлению мотоцикла и настройкам мотоцикла. Очень-очень круто. Ну и помимо прочего, здесь есть два разъема USB, Type-A и Type-C. Что еще? Во мне 195 сантиметров роста, и можете увидеть, как я с высотой по седлу 870 миллиметров двумя ногами достаю до земли, и ноги еще, пусть и немножко, но согнуты в коленях. То есть со средним ростом здесь будет комфортно, ну и рослым людям тоже. Мне этот мотоцикл подходит просто идеально, и больше того, мне очень нравится, что здесь вот спереди визуально мотоцикла много, и он так приподнят. Вот. Ну и ветровое стеклышко, оно маленькое, зато с регулировкой его высоты. Очень удобные барашки, можно, не отрывая руку от руля, на ходу поменять его высоту. Надежно, просто, никакой электроники. Вот, барашек с двух сторон, если вдруг вы едете на круизе и левая рука у вас чем-то занята. Ветрозащита не безупречная. Короткое стекло хорошо подходит для активных покатушек по бездорожью, а на шоссе наоборот. За стеклом хочется прятаться целиком. А тут даже в поднятом положении в шлем дует. Однако, и это я заметил не сразу, опустив стекло в нижнее положение, на скорости сразу напрягаются мышцы шеи, а с поднятым шея расслаблена. Стало быть, и стекло работает, хотя и своеобразно. Знаю, что вы сейчас подумали. Продажный обзор ничего не сказал о недостатках, и в этот раз я особенно внимательно их искал. Как и у 800-ки, я постоянно задеваю указательным пальцем выключатель дальнего света и постоянно случайно его включаю. Индикатор на приборной панели тут заметнее, чем у 800-ки.
но левый пульт все еще требует привыкания. А еще я обратил внимание на квикшифтер. От него ждешь большей мягкости и плавности. Понятно, что дело в настройках, а не в самом механизме, но здесь они не безупречные. Ну и приборная панель, она, безусловно, одна из лучших в классе, но для внедорожного мотоцикла она излишне крутая. Она бы неплохо вписалась в какой-нибудь Goldwing, а тут она избыточна. И по функционалу, и по самому формату. Но впечатляет, вне всякого сомнения. Подводя итог, CF Moto 1000 MTX впечатляет. Мотоцикл очень красивый, очень качественный, очень интересный с любой точки зрения и собранный из максимально хороших компонентов. Давайте прям загибать пальцы. Подвески Каяба, тормоза Brembo, электроника вся от компании Bosch, шины Pirelli и, чё греха таить, разработан он в значительной степени инженерами КТМ. В сравнении с 800-кой мотоцикл заметно мощнее, интереснее с точки зрения электроники и, как мне показалось, благороднее по настройкам подвесок, хотя подвески вроде как те же самые. Ну и разница по цене у них совсем небольшая, при том, что литр, по моим ощущениям, и я думаю, что не только по моим, это мотоцикл, который на класс выше, мотоцикл, который играет в более верхней лиге. И учитывая разницу в ценнике, это, конечно, очень круто. Мотоцикл все еще остается относительно недорогим, относительно доступным. Но, если честно, я не до конца понимаю, какими навыками нужно обладать, чтобы раскрыть потенциал этого мотоцикла на бездорожье. На асфальте понятно, все легко, газ можно постоянно крутить до конца, до упора, но носиться по асфальту с 21-м передним колесом странновато. А на бездорожье, вот то, что я могу от мотоцикла получить, мои потребности с головой перекрывает 800-ка. Мне на бездорожье достаточно ее. Я не представляю, каким нужно быть маньяком, чтобы до конца постоянно выкручивать газ на литре на бездорожье. 800-ка немножко дружелюбнее, подобрее, поспокойнее, и даже ее мне хватает с большим запасом. Еще очень важно сказать, что компания CF Moto в этом году, по-моему, 35 лет. В России эта компания работает 20 лет. Западные Балканы, тот регион, где мы этот мотоцикл взяли на тест, здесь это сильнейший бренд, ну, если не из всех вообще, то из китайских, азиатских точно. И когда вы приходите к дилеру, вам нужны запчасти, например, в России вам эти запчасти везут не из Китая, а с российского склада, где 99% запчастей в наличии, поэтому сроки поставки очень и очень приятные. Что еще? В России на этот мотоцикл гарантия 2 года без ограничения по пробегу, без ограничения для коммерческого использования. То есть вы можете эти мотоциклы сдавать в прокат, они у вас с гарантией не слетают. Также компания CF Moto в России предлагает программы лизинга, кредиты по очень выгодным ставкам и всякие другие плюшки, о которых вы можете посмотреть на их сайте. Ну а я хочу сказать спасибо компании CF Moto Сербия, где мы этот мотоцикл взяли на тест, где есть тестовые мотоциклы, где тоже очень большая, широкая дилерская сеть и в Сербии, и в Черногории, и вообще на Балканах. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять комментарии. С вами был Дмитрий Федотов и журнал Мотоэксперт. До скорого!